Всех приветствую на канале. Сегодня хочу зацепить такую тему, как повреждение листового аппарата. А в частности, могут повреждать у нас вредители, которых мы недавно выводили. Это были трипсы. Это могут быть грибковые заболевания, бактериальные, а также неправильный уход за растениями. Чрезмерный полив, слабое освещение, плохой грунт или неправильная температура. Сейчас покажу своих перцев. Также есть разного рода повреждения. Совсем недавно человек писал в комментариях, что у него листья неправильной формы. Например, если они у вас самые нижние, идут, да, сразу за семидольными, то это, возможно, просто не хватало света. И сами прожилки тянутся, и лист может быть неправильной формы. Если дальше они у вас выравниваются, то это не заболевание, это просто был немножко неправильный уход. То есть, например, сейчас оторву. Вот видим листик нарушенный. Также это может быть вот такого рода лист. И, кстати, человек писал, что у него такое наблюдается только на Каролине, на коричневой. И как совпадение или нет, также и у меня наблюдается. Но это было в самом начале. То есть ему не хватало света. Потом листовой аппарат выровнялся. Вот еще один коричневый. Каролина. Здесь вот такие листья. Как будто форма сердечка у него. Больше всего я замечал на Каролине это вот так у меня было. На двух перцах такое было. Также есть желтая Каролина. Тоже вот видим у нее такой похожий вариант. Это какое-то механическое, видно, удар был. Часто, когда горшки тусуешь туда-сюда, просто горшком бьешь по листу, он об кантик разбивается. Вот такое происходит. Есть вот перец. Это когда я трипс отравил. Вот он успел свои гадости наделать. Листья попрогрызали местами. Видно дырки. Ну, в общем, это было после трипса. Новые листья вот идут. Уже все нормально. Вот перец. Тоже заразы сгрызли лист. Остальные нормальные. Этот перчик вообще интересный получился. У него точка роста в самом начале остановилась, и он раздвоился. Высота перца, чтобы вы понимали. Вот ладонь моя. Это всего лишь сантиметров 10. Так мало того, он позавязывал бутоны. Причем вяжет, я смотрю, неплохо. На второй ветке также. Возможно, даже семена с него возьму. Такой интересный. Вот перец. Это желтая Каролина. Мне прям очень понравился. С него обязательно возьму семена. Плотный, коренастый. Листья все отличные. Вот такой еще вариант есть. Листья в какую-то одну сторону смотрят. Видим, да? Это у нас получается из-за того, что вот, например, стоит цвет. И вот так стоит перец. То есть лучи идут от лампы к перцу. И лист пытается выгнуться к лампе. То есть это вполне нормально. Если вы сделаете равномерный свет, то такого у вас не будет.
будут ровные листики. Вот еще перец. Но это уже был не трипс. Это кто-то посерьезнее был размерчиками. Потому что так трипс выгрызать не может. Пока поймать, кто это сделал, я еще не поймал. Если поймаю, то покажу. Так, перец фитовермом протравил уже и второй раз, пару дней назад. Поэтому, думаю, все вредители, которые были, пропадут. А дальше будем смотреть. То есть пока что грибковых заболеваний никаких не вижу. Бактериальных тоже нету. Вот только механические были. И всякая, так скажем, живность, которая бегала. Немножко погрызла листья. Или вот, например, как выглядит перец, которому мало света. У него поникшие листья, выгнутые в обратную сторону. И вот он подтянутый. Почему он так выглядит? Потому что он у меня в этом ящике почти всегда стоял в углу. А в углу там 1500 люкс. Когда в центре, например, вот стоит перец под лампой, это в районе 5000. То есть он получал намного меньше света. Вот он наклонился, потянулся. Междуузлия большие. То есть видим такой результат действия. Это к тому, что, возможно, вы используете неправильный свет. Также может выглядеть и перелитый перец подобным вариантом. Поэтому следите за водой, температурой. Также важны удобрения для перца. Надо вовремя удобрять, чтобы перец хорошо развивался. В принципе, я показал все повреждения у своих перцев. Тут у меня еще один экземпляр интересный. Он 3 раза пытался точку роста дать, но никак не получалось. И вот наконец-то он выстрелил. Я уже думал убирать его. Это 7 Pot White. Но все-таки он пошел. Посмотрим, как будет развиваться. Может, что-то из этого даже получится. Вот, кстати, еще один Carolina Reaper. Сейчас листик оборву. Это, возможно, такая особенность. Но на многих перцах именно коричневой Каролины у меня вот такое было сбоку. На нижних, только на нижних. На нижнем одном или 2 листьях. Дальше все листья выравнивались. То есть, в принципе, вот так перец дальше выглядит. Не видно, что его кто-то ест или чем-то поврежден. То есть это только в самом начале. По поводу семидольных листьев, то вообще никакой не наблюдал картины. То есть примерно выглядели все вот так. Это практически все острые перцы. Единственное, бывает, это вот, например, сейчас если получится сфокусироваться. Там какие-то мелкие повреждения, но это когда сами листья, семечки вылазят и через грунт идут, то они просто повреждаются об какие-то части грунта. Например, в этом варианте это когда трипс напал на перец. Вот он пару листиков сожрал, успел. То есть дальше все нормально. Бывают вот такие варианты, когда лист лезет, где-то заламывается одна часть. Вот такие варианты бывают, да. Но в целом семидольные выглядят вот так. В принципе, на этом у меня, друзья, все. Если есть какие-то вопросы, то задавайте. Все, друзья, всего доброго.